кинотеатра. Детская больница, да? Вот. Здравоохранение. Бывший кинотеатр 40 лет в ЛКСМ. Памятник остался, а вот кинотеатр вот в таком разобранном состоянии очень жаль, конечно, это реликвия. Это реликвия. Да, вот этот проспект, эту улицу расширили мимо мемориала. Он называется Вечность. Мемориал Вечность. Да. Мемориальный комплекс. Сейчас будем проезжать, да, и у меня есть хорошие кадры. Да, детская. Вот детская клиника здесь. Это похоже на баню, да, вот Да, эта да, красная. Была баня. А вот на Панфилова баню снесли. И я не успел ее снять, дорогие друзья. Чуть не плакал, потому что это реликвия. Вот мемориал. Называется сегодня мемориальный комплекс Вечность. Он такой же и остался без изменений. Ну, как сказать. Да. Преображен, красиво. Ну, чуть, да, забор сделали такой, ограда такая, красивое ограждение. Вот горит вечный огонь. Если... Так, сейчас вот тут с правой стороны был раньше военкомат. Я отсюда призывался в армию, я служил в советской армии. 85-87 год. Сейчас птичка с правой стороны нам открывается. Птичий... Да, Одна из достопримечательностей, кстати. да, птичий рынок. Даже Котовский тут сидел. Да, птичка, так называемая. Вот такие уважаемые мной, обожаю ларьки, всякие киоски. Сейчас, вот птичка, остановка. Сергей настаивает. Уже проехали. Ну, тюрьм... Этот базар, вокзал. Общежитие госуниверситета. Ну, в принципе, вышки до сих пор видно. Да. Серьезная тема. Едем по Измаильской вниз, потому что Впереди камера на полосу. мне сделали замечание. Измайловская это там в России, а тут Измаильская. И правильно, вот Измаил. вот все рвусь как-то попасть. Измаильский дворик там, видите, друзья? Там вот. Затем сделан 131 надпись такая: Измаильский дворик. Да что-то бурят, бур. Ох, эти плакаты. Да, это плакаты, это вообще бич. Город закрывают. Да, закрывают город. Вот еще одна общага университета. И скоро нам откроется вид на бывший республиканский стадион, на котором ваш оператор занимался свои самые лучшие молодые годы. Израсходовал все силы там, на этом стадионе. И сейчас уже не могу составить конкуренцию своим ровесникам по прыжкам в длину, как раньше. Прыгал в длину. Да. И спринтером был. Да, специализированный класс Олимпийского резерва. 2 тренировки в день. И вот поэтому, может быть, мы сегодня снимаем видео из машины, но не на свадьбах. Там надо бегать, я уже не могу просто. Так, мы стоим в пробке, пока отключимся. Вот бывший вход со стороны Измаильской на стадион. Печальное зрелище. Я расстраиваюсь вместе с вами. Вот такие вот строения напротив стадиона. Старые. Представляешь, 20 тысяч человек приходят на любой матч. И что здесь будет? Коллапс. 20 тысяч. Если в Болграде 15 тысяч населения. 20 тысяч. Ну, это же целый город. Тут просто центр будет заблокирован. Не Да. ехать, не... Все, это для общественной ставки. Да. Такие вещи надо выносить в закон. Как должен, да? Все вот эти олимпийские комплексы. Да. Я не знаю, я бы все-таки его оставил как памятник. Я бы сделал, знаешь, что
прям центр города, парковая такая вот пешеходная площадь, тут же сколько гектаров. Все, Сергей, я понял. Я когда меня назначат на какой-то пост министра культуры, я минимум, да, я говорю, в Приморье министром культуры. Тут манеж был раньше. У нас было 2 манежа на стадионе. Вот это вот, кто в курсе, всем спортсменам привет. Тут был длинный манеж, а был там дальше надувной манеж. Мы занимались зимой. Спускаемся по Измаильской. Спускаемся. По-старому. По-старому. Искра это прежде. Киевская. Ну да. Только что пересекли улицу Киевскую и приближаемся к Ленина, Штефан Челмари. Всем поклонникам новых названий улиц привет. Штефан Челмари, чтобы вы не сомневались, я уважаю Штефана Челмари, но и уважаю тех, кто уехал давно. И проспект назывался проспектом Ленина. Новый универмаг. Старый на Пушкина, Ленина. Это ЦУМ, да, уник. Детский мир был, Да. это центральный. Вообще-то детский мир, вот наши старые, говорят, И на там, и проспекте, там. на проспекте Молодежи. Потом этот универмаг переделали в детский мир, потом сейчас он Джемини. Вот высотка мол телекома. Там за этой высоткой наш переговорный пункт, куда мы ходили заказывать переговоры, межгород. Сейчас там мол телеком, правопреемник. Пардон, правда, суровая правда. Вот такой вот красивый день сегодня. Каждый день красив, потому что мы живы, дышим. Как минимум, да. Это хорошая машина. Вот этот вот черный Мерседес, очень мне нравится эта модель. Это 222 кузов, кажется, да. Вот он, красавчик. Красавчик. Ну, тоже мне нравится. Очень посадка мужская, да. Потолок высокий, садишься Вообще удобно. большая. Посадка, так, да, очень классная Семейная машина. такая машина. Пересекаем проспект Ленина, дорогие друзья. Вот это вот дом. Видите, это двухъярусные квартиры, в котором едем по Измаильской вниз. Да, очень много машин. Много машин стало в Кишиневе, конечно, очень неудобно. Старая архитектура, вот еще осталась в Кишиневе. Видите, вот старые дома. Очень красиво, очень памятно. Я не поворачиваю направо, потому что там новострой, они вас не интересуют. Вас интересует то, что вы знаете. Ну, так, для кругозора, чтобы увидеть, какой город там. Ну да, Панораму вообще. снимаем общую панораму. Мне надо все-таки на крышу камеру ставить, закрепить ее и из салона управлять. А мне здесь раньше нравился барчик, вот там на перекрестке. Бодыга такая, знаешь, была галимая, там цементный пол, вино, водка и пункт наклейки Wi-Fi зона. Я как-то ехал, думаю, ёксель-моксель, не было камеры с собой. Вот остановки еще такие а-ля старые киоски. Вот. Хорошая улица Измаильская. Красивая. Красивая. Да, кто помнит, кто застал, вот да, там на той... Как это? Кантемир. Да, улица Кантемира, и там Тираспольский рынок. Это в сторону гостиницы нашей любимой «Космос». Так я и не сходил на машину, хотел, не пошел. Такие билеты, мелкие билеты дорогие. От 700 лей. Да.
Вот это кафе, которое было Бадыга. Вот уже все. Потом был Оксана, как-то так он назывался. Да, такая бадышка. Вот мало осталось таких бадыжек в Кишиневе. Я очень их ценю. Мне просто по кайфу, когда я их вижу. Туда зайти, выпить кофе, там все такое совдеповское. Обожаю совдепию. Обожаю, серьезно, такую простоту. Знаешь, вот, как тебе сказать, уют такой. Не знаю, вот я такой. Специфический. Да. Вот такая бадыга на Котовского, где автобусы, знаешь. Да, для Она бани еще было. есть, да, ниже бани. Да. Мост этот с правой стороны сейчас будет угольный склад. Вон есть еще угольный склад. Да. Вот здесь, кто когда-то был. Да, везде вы были, бывшие кишиневцы. Угольный склад с правой стороны. С левой стороны кожзавод. Кожзавод. Табачка там. Табачка дальше. И вот это самый тяжелый вот здесь перекресток, не перекресток, а выезд. Самый тяжелый для тех, кто едет с противоположной Тут стороны. вообще он самый коварный перекресток в городе вообще. Да. Тут просто капец, постоянно какие-то проблемы. Улица начинается, Как Бессарабия. а по-старому Скоростная. Скоростная, да? Скоростная. Легендарная улица Скоростная, дорогие друзья. Страшная, Скоростная. Здесь отстаиваются машины, ждут там всякие грузы, там дрова, уголь, дальнобои стоят, ждут клиентов своих, всякие строительные. Вот тут магазины с правой стороны, рынок такой. Вот. Немножко вам совдепи в тему. Это в обозрение. Краны здесь ждут работу, машины с песком, с дровами. Готовили на мясо, артикул. Да. Улица Скоростная. Много дров продается. Вот с правой стороны разного калибра. Щебень. Цемент. Карма. Корма всяческие. Да. Машины грузовые ждут своих заказчиков, клиентов. Уголь, брикет. Да, Феликс. Даже почта Феликс у нас есть. Параллельно Барница улица. Да, А дальше Заводская. да. Вот вам окраина. Это считается уже как бы окраина. Ну такая, не, Центр. ну, не жилая зона здесь. Есть дома. Сколько машин ждут работу. Фуры. Уголь, брикет еще. Едем по Скоростной. Знаменитая улица Скоростная. Кто-то из вас, если Я не знаю. у меня есть пару зрителей, которые жадно просили меня: сними нам, пожалуйста, кишиневских женщин. Я говорю, какого калибра вам, какого возраста? Чему отдаете привилегии? Не уточнили. Поэтому мы снимаем все подряд. Сейчас нам нашему взору нашей камеры открылись краны, ждущие работы. Да. Вот такая вот интересная, красивая улица Скоростная, дорогие друзья. Это дух Кишинева. Брат едет, да? Нет. А, нет, думал,